не зазорно ли заниматься гарантийным ремонтом российских часов ракеты? Будущий Rolex. То есть у Этерны логотип это 5 шариков, а ракета может теперь взять себе новый логотип 7 шариков. А продажи были на уровне, а иногда даже превосходили тот же Longines и Rada. Были абсолютно другие допуски, точность хода, запас хода. Ну, то есть все характеристики поменялись. Сейчас намного лучше. У тебя на канале часто в роликах попадаются эти механизмы. Ты не особо рассказываешь про отделку механизмов. Новые часы и механизмы ракеты. Стоят ли они тех денег, которые за них просят? Об этом мы сегодня поговорим с Алексеем Казаченко, с человеком, который знает про часы и особенно механизмы ракета, наверное, больше всех в России. Добрый день, Алексей. Добрый день, Вячеслав. Друзья, а почему я сказал, что Алексей знает про часы и механизмы, особенно ракета, больше, чем кто-либо другой? Потому что Алексей специалист сервисного центра Tempus Watch. А Tempus является официальным гарантийным сервисом ракеты уже сколько, наверное, года 4, да? Уже больше 5 лет. Уже больше 5 лет. Ну и, соответственно, располагает всей информацией и знает и плюсы, и какие-то, наверное, болячки, и особенности отличия этих механизмов от всех других. Знаю. И сегодня, Алексей, мы про все это обязательно поговорим, но я хотел бы начать с вопроса немножко другого. Угу. Вот я знаю, что магазины, часовые магазины стараются отделять швейцарские часы от российских. И те, кто занимается швейцарскими часами, очень неохотно работают, продают часы российские. Да, верно. Ваша мастерская является гарантийной для нескольких швейцарских часовых брендов. И ваши ребята проходили обучение на Ланге, на Брайтлинге. Вот ты, кажется, на Меге обучался. Вот не зазорно ли работать, значит, заниматься гарантийным ремонтом российских часов ракеты? Сразу скажу, не зазорно. Уточню, я обучался на Longines, на Омеге обучался наш основатель компании Tempus Сергей Долгих. Сергей, да. Да. И когда я предложил Сергею взять авторизацию марки ракеты, Сергей сразу же меня поддержал, хотя многие коллеги и участники рынка удивлялись и крутили пальцем у виска. Конечно, да, зачем? Потому что говорили, что да, зачем это вам нужно. Но у меня был опыт работы в магазине Duty Free. Я руководил магазином в Сочи, и у нас был с ракетой проект Pop-up Shop. Там же был магазин с часами Longines, Rada, Heuer. А продажи были на уровне, а иногда даже превосходили тот же Longines и Rada. И я проникся и понял, что марка ничуть не хуже, чем швейцарские часы. То есть это мы в России так заморачиваемся на тему, российские часы хорошие или плохие, а иностранцы более чем активно это покупали. Да. Ракета стоила в районе $1000, и продажи были очень хорошие. Для меня это было, на самом деле, это удивление. Ну да, что касается цены, ракета действительно близка уже даже не к швейцарским маркам начального там сегмента, какому-нибудь Tissot, а реально близка к Longines. То есть когда-то все это стоило существенно дешевле, чем сейчас. Да, верно, но когда-то были и требования у покупателей, и другие ожидания. Сейчас требования возросли, и вместе с ними росла и ракета, и росло сложность исполнения, и технологии, которые применяются. Все это как раз и создает ту ценность механизма, и самих часов в целом, которая действительно обоснована. А что ты имеешь в виду под словами «растут требования»? Вот, мне кажется, довольно много людей высказывают пожелание, чтобы ракета там стоила 30 тысяч, наверное, максимум. То есть стоили же когда-то наши часы там какие-то совсем небольшие деньги. И вот людям хочется, чтобы все было по-прежнему, все было по-старому. 30 тысяч действительно стоила ракета с ручным заводом. Там стоял механизм, еще созданный там в СССР в советское время, да, и были абсолютно другие допуски, точность хода, запас хода. То есть все характеристики поменялись. Сейчас намного лучше. Ну хорошо, давай попробуем поговорить про изменения. Вот перед нами лежат 3 современных механизма ракеты. Выглядят, признаюсь, веселее, чем было раньше. Не просто веселее, а они намного выглядят эстетичнее и красивее. Вот я принес тебе несколько механизмов, там Seiko,
как пример, там NH-35 Миота, Селиту можно посмотреть 200-ю, вот, и сравнить, какая там обработка. Кстати, у тебя на канале часто вот в роликах попадаются эти механизмы, ты не особо рассказываешь про отделку механизмов. Ну, когда есть о чем рассказать, рассказываем. Ну, здесь я, наверное, с тобой соглашусь, потому что, да, если мы говорим о механических часах недорогих, то есть там в цене где-то до 100 тысяч рублей, как правило, мы увидим механизмы без какой-либо обработки, без какого-либо декора. Да, так и есть. Вот, в лучшем случае, в худшем случае достаточно часто можно увидеть и царапины, и какие-то погрешности на этих механизмах. Ну, как бы, да. Здесь мы действительно видим автоподзавод, мы даже видим вот там некое подобие женевских полос, но правда полосы какие-то вот, не совсем женевские. Да, здесь волна невская. Дело в том, что искали долго орнамент, какой бы вот лучше подошел для нашего механизма российского. И там на заводе перепробовали разные варианты, остановились все-таки на вот этой невской волне. Да, она, может быть, выглядит более, скажем так, рельефной, чем женевская. Но не такая мягкая. Да, но она полностью соответствует духу ракеты вот для космонавтов, подводников, для полярников. Здесь, мне кажется, она полностью соответствует имиджу и там, статусу, духу часов. Ну хорошо, на секторе автоподзавода мы видим женевские или невские волны, видим. А почему невских волн мы не видим на мостах, на платине? Ведь те же самые швейцарцы довольно активно используют. Дело в том, что толщина мостов она меньше. И, с другой стороны, вот технология и сами волны, ну, скажем так, побрутальнее, пожестче. И поглубже. Поглубже, да, чтобы не повредить, не нанести какой-то вред там, геометрии мостов, чтобы потом при сборке сложности не возникли. Было принято, я считаю, идеальное решение обрабатывать пескоструйкой. Вот, то есть матировать мосты. Это решает две проблемы. Оно, во-первых, вот эти все заусенцы и эстетический вид придает очень красивый. И в дополнение ко всему ракета заморочилась. Они лазером наносят гравировку лазерную. Вот, можно будет посмотреть на мостах. Да, вот да. У Коперника очень красиво. Там солнечные системы. У Байконура или у тех часов, которые сейчас называются ракета-носитель. У них карта звездного неба. То есть эти все вещи, которые придают часам дополнительный какой-то шарм. Вот. Это выглядит очень круто, я считаю. Ну и вот стоит ли вот этот декор тех изменений в цене, которые мы видим, на которые там, обращает внимание часть покупателей? Да, это стоит заводу это стоило больших сил на самом деле, и времени было потрачено, потому что пришлось менять полностью технологическую цепочку. Ты был на заводах, наверняка знаешь, как вот в барабан, там, как в револьвере заряжаются. Там даже автомат сам заряжает, да, с одной стороны подается с лотка набор этих мостов. И дальше по операциям он ее вращает в этом револьвере и потом ссыпает в лоток. А на ракете тоже так было в советское время, но здесь для того, чтобы сохранить чистоту, красоту мостов, чтобы они не повреждались при падении друг от друга, там, при переноске не терлись, под каждую деталь, которая выходит, разработан специальный лоток индивидуальный, который печатается на 3D принтере, и он переходит на следующую операцию, не взаимодействуя с другими деталями, не получая повреждений, которые потом просто бы выбраковывались, может быть. То есть ты хочешь сказать, что на ракете отказались от той технологии обработки деталей, платины мостов, которая была вот на советских заводах, когда действительно, значит, друзья, возможно, вы не все поняли, о чем идет речь, я попробую пояснить слова Алексея, как я их понял, а Алексей потом просит подкорректировать. Значит, обработка производства платин, мостов, вот этих деталей происходила на специальных станках, я бы назвал карусельные станки, когда вот устройство размером буквально с вот этот стол, с одного конца, значит, стоит
большой чан, ну, там, лоток или там ведро, вот натурально ведро с заготовками этих деталей. Заготовки там по очереди падают в станок. В станке там станок производит несколько операций. То есть здесь сверлится одна дырочка, на следующей операции там растачивается какой-нибудь там выемка под колесо, потом, значит, выемка еще подо что-то, развальцовывается отверстие. И деталька, вот как на карусели, как по конвейеру, она путешествует по как бы, ну, частям этого станка. А при выходе со станка эта деталька, там стоит другое ведро, натурально железное, при выходе со станка деталька падает вот в это другое ведро. И вот они так вот, пока, значит, все заряженное вот во входной лоток не обработается, станок так, значит, и продолжает функционировать в течение целого дня. Понятно, что вот если мы с вами возьмем там какие-нибудь, например, ну, NH35, я думаю, самый такой частый пример, механизм, который чрезвычайно популярен среди недорогих марок, вот там очень часто можно на мостах, на платине, очень часто можно увидеть царапины. Вот эти царапины, вот, где они появляются? Они появляются, вот, когда этот мост, когда эта деталька вот, падает в это, значит, замечательное финальное ведерко. То есть, Алексей, правильно я понял, что на ракете отказались от вот этой схемы производства, и там что, вот реально каждую детальку, вот там стоит человек и заряжает? Да, перестроили полностью технологический процесс для того, чтобы сохранить деталь неповрежденной, чтобы она для следующего этапа пескоструйки, а более того, для лазера, она пришла в идеальном состоянии. Кстати, с лазером тоже были сложности, его подобрать было непросто, поскольку деталь сама по себе небольшая, это не как таблички, которые на здании вешают, где лазером жгешь, ну, здесь же можно прожечь. Вот, то есть там много очень условий технических, но ракета смогла, и они это делают. Это вот прям произведение искусства, я считаю, вот это лазерные рисунки на мостах. Ну и, видимо, если на ракете действительно отказались от вот этого, от такого принципа производства поточного, мне вот даже стало интересно там побывать. Я так понимаю, что именно это, наверное, и стало ключевой причиной повышения цены, потому что ну, здесь действительно количество ручного труда, вот просто человеческого труда, оно начинает зашкаливать. И тут дело не только в ручной подаче. Дело в том, что зажимы, которые держат деталь в процессе ее обработки, их тоже пришлось переделывать, их пришлось полировать до 14 класса чистоты, для того, чтобы они не оставляли следов на детали, которые зажимают. Во время обработки. Да. Ну, в общем, тема, конечно, довольно серьезная. Но, с другой стороны, да, вот мы с вами видим механизмы. Механизмы, конечно, ну, я должен признать, что механизмы выглядят действительно хорошо. Хорошо, заводчане, значит, переделали у себя все на свете, там, вложили кучу денег, а вы у себя в сервисе как вот обращаетесь с этими замечательными деталями? Мы обращаемся с ними так же нежно и бережно, как с люксовыми швейцарскими часами в нашем сервисном центре. И ракета, она долгое время никого не хотели авторизовывать, они искали подходящий сервисный центр и вот выбрали нас, потому что у нас есть опыт, есть оборудование, и мы знаем, как работать вот с такими нежными вещами. Но и мы, в свою очередь, тоже поняли, что часы и механизмы ракеты, они ничуть не хуже швейцарских. Ну, изменения во внешнем виде механизма видны, что называется, невооруженным глазом. Но помимо этого ракета заявляет еще и об изменении ряда характеристик. В частности, на заводе говорят, что запас хода вырос с 36 часов там, при советской власти до демократических 40. А за счет чего? Ну, это, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Дело в том, что крупнейший производитель металлов в России перестал производить металл, который использовался для пружины заводного барабана. Вот, и пришлось искать нового поставщика. И новый поставщик оказалось, что готов поставлять материал более высокого качества, то есть он больше подходил для пружины. Но это и один фактор. Вот. А второй фактор, в который сложно поверить, это экология. А как экология, прости меня, связана с запасом хода механизма? Дело в том, что завод расположен в
Петергофе, в Петродворце, где наши знаменитые фонтаны. Ну, буквально там на горочке, вот если от фонтанов подняться наверх, то попадешь как раз на ракету. Да, и экологи не хотели, чтобы вредные какие-то вещества попадали в фонтан, поэтому запретили использовать технологию электрохимической полировки. А что это такое? Это, значит, в ванну с агрессивными средами, там, кислота, соляная, серная, опускаются колеса. После обработки на станке нужно убрать заусенцы. Если каждую отдельно полировать, это очень долго. Когда у тебя массовое производство, ты все это положил, на ночь, на утро у тебя уже все блестит и как надо. Но поскольку эту технологию использовать запретили, то пришлось заводу заново самостоятельно разрабатывать технологию обработки, покупать фрезы. Причем в России не нашлось фрезы, покупали в Европе. Цена от 6 до 20 тысяч евро. И фрезы такие нужны не одна, не две, а большое количество. Но результат получился очень хорошим. В итоге на выходе колеса и полировка зубьев, она стала настолько четкой, что трение уменьшилось. И за счет этого увеличился запас хода. То есть правильно ли я понимаю, что на ракете не стали перепроектировать механизм, оставили формальные там и мосты, и платину, и колесную систему в той же самой конфигурации, но изменили технологию производства деталей, что и позволило получить другие характеристики? Да, инженерная часть осталась та же. Здесь вот в дополнение ко всему еще закупили оборудование для контроля качества. Это электронные проекторы, которые позволяют выбраковывать детали на начальных этапах, проверять, чтобы все соответствовало в точности требованиям. Но самым сложным и трудоемким оказался процесс, это процесс мойки. Мойки чего? Да, вот оказывается, что деталь после того, как ее обработали на станке, ее надо помыть, поскольку на нее налепляют частички пыли, которые, может быть, не видно даже в лупу часовщика, но они там присутствуют, и они будут механизму наносить, ну, во время работы вред, если ее не убрать. Она попадет в масло, масло потеряет свои свойства, поэтому это надо обязательно смыть. И опять-таки здесь экологи нам, можно сказать, помогли, поскольку те средства, которые использовались раньше, использовать было нельзя, и заводу пришлось искать эти составы. Причем швейцарские составы были дорогие, они опять-таки они не сильно лучше экологичные. Нашли такой... То есть и у швейцарцев что-то не так по экологии? Да. Понятно. В России нашли такой состав. Говорят, я сам не знаю, не пробовал, но говорят на заводе, что он настолько безопасен, что можно даже рот прополоскать и не погибнуть после этого. То есть есть специальный состав, друзья, которым можно что зубы промыть, что детали часов ракета промыть. От всякой пыли, грязи, мелких частичек металла, да, обработки, после обработки. А вы в сервисе запас хода проверяете? Какая реальная цифра получается? Обязательно тестируем, мы по регламенту выполняем все процедуры, которые завод предписывает, и одна из них проверка не только точности, но и проверка запаса хода. Да, и стабильно она получается там 43-44 часа, то есть она превосходит заявленные параметры заводские. То есть получается в реальности параметры соответствующие даже не ЭТА 28-24, у которого вообще 38 часов, да? 38. А ЭТА 28-92, то есть механизм, который в люксовых часах уже используется, у которого 42 часа. Да, полностью соответствует. Хорошо, предположим, с запасом хода разобрались, а помимо запаса хода заявлено еще и изменение точности. Если раньше было минус 40 плюс 60 секунд в сутки, то сейчас минус 10 плюс 20. Поменялись ли ключевые детали, которые на нее влияют? Баланс, спираль? Нет, узел баланс спирали остался неизменным, однако изменили оборудование и улучшили полировку ЦАП оси баланса. ЦАП оси баланса. И самое важное, это изменили полировку анкерного колеса
зубьев анкерного колеса, Мгм. что вместе уменьшило трение и дало увеличение к точности хода. Также ты не поверишь, до 2010 года на заводе не было ОТК. Дело в том, что до 2010 года контроль качества осуществлял мастер самостоятельно. Он принимал решение о том, что часы соответствуют или не соответствуют То требованиям. есть там не было ОТК? Да, на заводе не было ОТК до Нормально. 2010 года. Да, это вот теперь он есть, и, естественно, контроль качества не позволяет мастерам схалтурить. То есть на выходе мы получаем надежные, точно хорошие часы. Одним из важных изменений для ракеты стало освоение механизма с автоподзаводом. Это советская разработка. Да, эта разработка была сделана еще в 70-е годы прошлого столетия. Отличие было в том, что это был подшипник скольжения. И его был минус в том, что он стирался и появлялся очень большой люфт, значительный, который приводил к биению, и часы просто выходили из строя. Поэтому тогда от него отказались, и в массовое производство он не пошел. И на современной уже ракете доработали этот механизм, они долго подбирали, брали иностранные подшипники, но они не подошли. В итоге остановились на подшипнике из Самары. Я так понимаю, из твоего родного города. Да. Значит, этот подшипник отличается тем, что у него не 5 шариков, как у других часовых брендов, да, а 7. Вот, и он показывает очень хорошие характеристики. К вам есть обращение по автоподзаводу? Нет, здесь с подшипником проблем точно нет. То есть у Этерны логотип это 5 шариков, а ракета может теперь взять себе новый логотип 7 шариков. Первые часы с автоподзаводом с 7 шариками. У ракеты не так много вариантов механизмов с усложнениями. Помимо автоподзавода, их буквально 2. Что ты можешь рассказать про них? У ракеты на самом деле были и механизмы с будильником, и были также разработки такой функции, как запас хода и календари, но ракета решила сфокусироваться на том, что больше подходит вот духу бренда. Да, и вот это вот усложнение, которое мы видим в часах с индикацией 24 часа, оно как раз соответствует бренд ракета, первые в космосе. Там как раз подходит космонавтам ориентироваться во времени, подводникам очень удобно, полярникам. То есть это полезное усложнение, которое, да, действительно достойно. И, кстати, немногие швейцарские бренды такие усложнения делают. А насколько сложно это усложнение, насколько оно влияет на надежность механизма? Там добавляется несколько колес, и это не сильно усложняет механизм, то есть он в обслуживании остается такой же, и это не приводит к каким-то дополнительным рискам, что он сломается или повредится. То есть это не такое усложнение. А обратный ход? Обратный ход, здесь механизм называется русский код. И он подразумевает как раз то, что русские могут делать все не так, как другие. Они могут делать это наоборот. И на заводе они заморочились, и они сделали механизм зеркальным. То есть они полностью все детали сделали работающими в обратную сторону. И детали, допустим, даже вилка или даже колесо реверсивное из модели русский код, оно не будет работать в стандартной модели. Вот. Настолько заморочились, сделали, но выглядит это очень эффектно, когда стрелки движутся в другом направлении, это смотрится красиво. И по опыту, кто владеет этими часами, говорят, привыкает достаточно быстро, 2-3 дня, и они легко ориентируются во времени. Даже в таких странных часах. А как себя ведет этот механизм, опять же, с точки зрения ремонтника? Насколько он надежен? А это абсолютно тот же самый механизм, то есть там мастера не видят, главное случайно не взять детали от другой, от обычной модели. От обычной ракеты, да? Да. И все. Тут только внимание, и все. Дальше ничего сложного. Абсолютно все то же самое. То есть ребята с ракеты, они такие ребята хитрые. Они используют те усложнения, которые, опять же, никак не снижают надежность механизма и его характеристики. Хотя мы знаем, что в большинстве случаев добавление в механизм каких-то дополнительных модулей
приводит или к снижению запаса хода, или к понижению надежности. Ну и решения интересные. Алексей, последний вопрос к тебе, как к сервисмену. С какими механизмами современными ты бы сравнил механизмы от ракеты? Сложно очень выбрать какого-то конкурента подходящего. Обычно все ориентируются на ИТА, вот 28-24 механизм всем известен, но у него есть несколько исполнений. Да, если брать базовое какое-то исполнение, то ракета его точно превосходит. Да, мы знаем то, что она превосходит его и по запасу хода, да, может точность у них одинаковая, но декорация, да, абсолютно ракета выигрывает. Да, если мы берем... А как раз таки вот это 28-24 в базовой версии он и используется в абсолютном большинстве часов ценой там, до 100 тысяч рублей. Да, да, механика вся на этих механизмах. Ну или Селита там в той же самой базовой конфигурации. Так же, как и ракета, она также до 100 тысяч рублей. А если мы берем механизмы уже там, сертифицированные хронометры, понятно, что здесь мы не сможем с ними конкурировать, поскольку у них точность хода будет однозначно выше. Но тут стоит обратить внимание все-таки на тех, кто не те, кто дороже, а те, кто в этом ценовом сегменте, или вообще, ну, там смешно, если сравнить с какими-нибудь китайскими скелетонами, да, в которые непонятно, зачем они их скелетонизировали, на что там любоваться. Да, здесь вот есть на что посмотреть. Ну, кому-то нравится видеть просто механику, хотя, конечно, у нас есть определенные проблемы. У нас при съемке, к сожалению, видны все там малейшие там недочеты, и мы значительную часть часов ну, мы просто не показываем. То есть, когда нам говорят, что вот все ваши ролики реклама, почему вы не рассказываете про то или про сё, ну, какие-то вещи просто не хочется показывать, честно вот скажу. Согласен с тобой полностью, поэтому сравниваем ракету только с ракетой. И все. Ну, пока да. Будущий Rolex. Ну, заявка такая сильная. Российский Rolex, для России будет Rolex. Главное, чтобы стрелка ходила в ту сторону. Да, нет, уже, кстати, первый шаг есть. Мы же знаем, что с остальным Rolex люди пишутся и стоят в очереди, ждут по полгода. Сейчас, чтобы купить часы ракета, надо также... Постоять в очереди. Да, надо оставить заявку и ждать полгода, потому что в свободном доступе часов ракеты нет. Невозможно прийти в магазин и купить. Ну что ж, Алексей, большое спасибо тебе за подробнейший рассказ про механизмы ракета. Я надеюсь, что мы ответили на большую часть вопросов, которые возникают у подписчиков, тех, кто будет смотреть этот ролик. Если какие-то вопросы у вас остались, вы знаете, куда обращаться. Пишите вопросы здесь, в комментариях под этим видео. Ну или сервис-центр Tempus, Алексей Казаченко. Еще раз, Алексей, спасибо. И спасибо всем, кто смотрел наш выпуск. Подписывайтесь на нас на всех платформах. YouTube, ВК, Яндекс.Дзен, Telegram. Впереди еще много интересного из мира красивых вещей, сложных и тоже красивых механизмов. Вячеслав, спасибо, что пригласил. Всем всего доброго. До свидания, друзья. До свидания.